Здравствуйте! Сегодня будем шить такую сумочку. Похвастаюсь сразу, форма и размер получились просто идеальными. В чем сложность? В ручках. Здесь ручки такие, знаете, круглые, как на кожаных сумках. Это моя тренировка. Сразу могу сказать, на ручки ушло очень много времени, очень много сил. У меня кожа на руках просто горела после этих ручек. Поэтому, если вам не принципиально иметь такие круглые ручки на сумке, не заморачивайтесь, делайте обычные плоские. Если хотите помучиться, то пожалуйста. В остальном сумка очень простая, похожа на пошив предыдущего рюкзака. То есть внутри у нее косой бейкой обработаны срезы. В общем, все увидите. В этот раз видео будет не по фотографиям, а так же, как и было. То есть, единственное, еще украшение хотела сделать из бисера в виде стрекозы. Как-то увидела стрекозу так, из бисера. Такая красотка. Хочу попробовать. Если получится, в уголок сюда еще стрекозу прилеплю. Ну, какую-нибудь такую съемную, чтобы кому не нравится, могут снять. Сделала бегунки еще. Здесь сумка. Кто, знаете, как бывает еще, кто-то носит в левой руке, кто-то в правой. И вот чтобы это и на левую, и на правую руку сразу сумка пошла. Еще важный момент. Здесь в сумке подложка пятерка, 5 миллиметров. Тоже вам скажу, что очень тяжело ее шить. Даже вот просто физически тяжело. Я пока ее шила, с меня просто 7 потов сошло. Зато сумка очень упругая. Эта сумка пустая, я вам скажу. И вот она настолько форму держит так хорошо. Но троечка тоже будет неплохо. Так что если не хотите сильно мучиться, возьмите подложку тройку. Ну, приступим. Поскольку готовой выкройки нет, строить будем ее частями. Сначала переднюю и задние части. Рисуйте перпендикуляр, откладывайте 26 на 33. Здесь дополнительно будут еще припуски. Если у вас будет из частей типа patchwork, то припуски по краям оставите побольше. Сумка из разной ткани сшита. Отложила отрезки по 7 сантиметров, разрезала. Когда краила из ткани, естественно, прибавляла по сантиметру на каждую сторону на припуске. Но один момент. Если вы тоже будете делить выкройку на отрезки, вот по внешнему контуру добавьте вот даже не сантиметр, а 2 сантиметра. Можно 2,5-3 даже. Пусть лучше останется, чем не хватит. Пока вы чуть-чуть скосите, пока будете равнять, очень много уйдет с боков. Я уже сшила передние и задние части. Значит, швы все в разутюжку, хорошенько отутюжить, полностью все отутюжить. Затем наложила выкройку готовую, цельную. У меня их две, одна разрезанная, другая целая. Выкройку наложила и по контуру, значит, все ровненько уже обрезала. Затем простегала. Как простегала и почему именно так. И отутюжила края, значит, сделала их плоскими. Все это есть в предыдущем видео. Кто не смотрел, ссылка внизу. Намечаем центры. Или они у вас уже как бы должны быть намечены. Теперь будем мерить длину нашей боковины. Как мы ее меряем? Во-первых, лента должна стоя быть, не лежа. И меряем не по внешнему контуру, а отступаем сантиметр к центру. Почему? Мы меряем то место, где мы будем стачивать. Так, 51 у меня получился. У вас тоже где-то должно быть в этом районе. В двух словах о выкройке на боковину. Значит, здесь 20 сантиметров, это донышко. Отсюда пошло на заужение.
Снизу 18 с припусками, наверху 13 с припусками. Здесь я намерила 51 с припусками, 53 будет. Дальше. По центру будет разрез. То есть здесь будет разрезаться выкройка, соответственно, ткань. И дальше делиться напополам. Здесь тоже будет разрезано, поскольку здесь у нас будет молния вставлена. Здесь просто шов. Соответственно, здесь с двух сторон +1 и здесь +1. Все детали простеганы, края приутюжены. Для чего и как приутюжить, есть в предыдущем видео. Подкладку краю по деталям, потому что так будет точнее. Пришиваем молнию, складываем лицом к лицу, то есть зубчиками к лицевой стороне, к прямой стороне. То есть у нас получается одна более изогнутая, а вторая прямая. Вот к прямой стороне пришиваем молнию. Точно так же пришиваем вторую деталь, лицом к лицу складывая. Не забудьте уравнять по краям. Теперь лишнюю молнию, если она у вас была, можно срезать. Если у вас где-то что-то вышло, обязательно подравняйте. Вообще во время процесса постоянно все сравнивайте и подравнивайте. Теперь пришиваем подкладку. Мы ее складываем так, чтобы у нас срезы оказались внутри. Так, где у меня лицо? Лицевая сторона к молнии. Значит, подкладку лицевой стороной к молнии. И пришивать будем со стороны детали, а не молнии, так как мы будем шить строчка в строчку попадая. Так, вот о чем я говорила. Срезы наши теперь окажутся между основной деталью и подкладкой. Вот наша молния выглядывает. Что теперь нужно сделать? Садитесь за машину и растягиваете, значит, все растягиваете в разные стороны. То есть берем одну часть, нашу пока рассматриваем. Деталь тянете от молнии и подкладку тоже натягиваете от молнии. Все это оттягиваете и прокладываете отделочную строчку. Я буду на 0,5. Здесь выравниваем края, обрезаем все лишнее. Дальше нашиваем на подкладку карманы. Чем больше, тем лучше. И начинаем соединять наши основные детали с подкладкой. Соединяем все детали с подкладками. Можете просто хорошо обколоть, можете прострочить по периметру. Дальше, когда все соединили детали, срезаем лишнее, уравниваем, сравниваем, чтобы все было идеально ровно и симметрично. Соединяем боковину, естественно, лицом к лицу, с обеих сторон. У нас получится уже замкнутый круг. Обрабатываем края косой бийкой. Или можно не косой. Пришло время ручек. Здесь их две. 7 на 50. Это с припусками. Пока разрезать не буду. Сначала проклею дублерином. Возможно, даже в 2 слоя, чтобы поплотнее было. Деталь разрезала пополам. Сшила ручки уже. Значит, с одной стороны припуски раскладываю в разные стороны и застрачиваю, чтобы мне вывернуть. И еще припуски разутюживаю. Утюгом стараюсь, конечно, не заминать края, а ребром идти по припускам. Я проклеила в 2 слоя дублерином. Предупреждаю, вывернуть ручки очень проблематично. Я, наверное, полчаса потратила на это. Нарезаем полосы из ткани. Ширина 3-4-5 сантиметров. Длина должна быть в 2 раза больше, чем длина самой ручки. Затем делаем следующее. Складываем пополам полоски посерединке. Наматываю нитку. Если бы у меня была спица с закругленным концом, как крючок, было бы проще, конечно. Но если у вас тоже нет, будем мучиться вместе. Значит, здесь завязываю. Взяла нитки покрепче, несколько слоев. Почему я вообще решила такую ручку делать? Это я готовлюсь к пошиву кожаных сумок. А там ручки круглые. Вот таким способом делаются. Поэтому это моя
тренировка, так сказать. Так, все, несколько раз отмотала, крепко завязала. Теперь у меня есть игланка, которая меня всегда во всем выручает. Пропускаю нитки и завязываю. Так, теперь беру иглу и тупым концом вставляю в ручку. Даже нитку, наверное, лучше было бы сделать подлиннее еще чуток. В общем, нитку делайте, чтобы на длину ручки была. Так, теперь нужно помочь войти. В общем, толкаем иглу и тянем за нитку, пока все наши полоски не войдут в ручку. Здесь ничего сложного, просто время нужно на это. Здесь немного не дотягивайте, пару сантиметров можно обрезать. С другой стороны, где у нас хвост, чуть-чуть оттянуть. Чуть камеру не убила. Постоянно приходится руки мочить. Потому что здесь, наверное, были бы уместны перчатки прорезиненные. Не резиновые, а вот именно садовые с пупырками резиновыми. Значит, отрезаем и возвращаем все на место. Угу. Где-то 3 сантиметра у меня здесь получилось. Здесь 2. Сейчас мы, значит, сюда все это растягиваем хорошенько. Угу. Вот, по 3 сантиметра у меня получилось. Можно здесь даже застрочить. Но, в принципе, не обязательно. Ну, что я вам скажу. Еще полчаса, и ручка готова. Одна причем. Как видите, я уже с лейкопластырем поранилась. С иглой, конечно, неудобняк полный. Но, в принципе, ручка получилась то, что нужно. Пришло время соединить вместе все детали. Начинаем с ручек. Центры наметила на всех деталях. Они у меня немножко подстерлись. Заново наметила центры. Значит, от центра в обе стороны по 7 сантиметров. 7 сантиметров это будет начало ручки. Припуски немного выпускаем, чтобы не получилось, что мы за самый край ручку пришили. Сейчас здесь настрочу несколько строчек, прежде чем начну с боковинами соединять. Дальше на шве на ручке шов к центру. А на второй детали абсолютно то же самое. Соединяем боковину с передней или задней, что это у меня частью. Начинаем с центров обязательно. Так, булавки закалываю по боковине.
теперь я, значит, иду от верха к боку и от низа к боку. Так, у меня получилось немножко лишнее. Значит, нужно равномерно распределить это все. Чуть-чуть раскалываю. И будем сажать сейчас. Посадку будем делать на уголках. Там удобнее всего. То есть я чуть-чуть здесь вот этого уголка оставляю чуть больше, чем вот этой ткани. Вот, видите, теперь у меня все совпало. То есть, если у вас что-то не совпадает, все в углы. Так, детали сшила двумя строчками для крепости. Лишние в уголках чуть-чуть подрезала, подровняла и прошлась по кругу зигзагом. Это нужно для того, чтобы вам удобнее было пришивать косую бейку. И, как я проговорила в прошлом видео, не стала в этот раз покупную бейку пришивать, а сделаю свою пошире. На этом все. До новых встреч.